время жестко диктует сроки. И обязательно идет повтор цифровой ситуации. Имя служит человеку, но и человек обязан оплатить долг своему собственному имени. Зная свое имя, можно использовать все его качества, устраивающие нас, и вовремя убрать все, что нас не устраивает. Или мы возьмем день рождения. В этот момент вечность ему что-то диктует. Я бы советовала каждому использовать это время. Может быть, начнем читать твою собственную жизнь. И право же, что ты делал на 7-й день своей жизни, потом повторилось на 7-й год твоей жизни, и затем полностью развернется на 7-м десятке твоей жизни. Так, может быть, не ждать 7-го десятка, если 7-й день был непривлекательный, и в 7 лет мы попали в более глубокую и неприятную ситуацию, то убрать ее сейчас, пока не наступил тот срок, когда будет окончание нашей жизни. И так во всем. Каждый уже увидел циклы своей жизни, а если не увидел, то он обязан посмотреть на свою жизнь и увидеть. Время жестко диктует сроки. У времени есть номерная воля, и обязательно идет повтор цифровой ситуации или числовой ситуации. И если что-то с нами происходит в какой-то день, в какой-то час, в какой-то миг, то оно будет происходить постоянно, с необходимым для времени интервалом. Время напоминает раз, напоминает два, напоминает три и убирает нас из этой жизни. А это всегда неприятно, мы не желаем умирать. Мы, естественно, понимаем, что дальше тело набирать это долго и сложно, и можно использовать уже то, что есть. Зачем же его растить долгие 20 лет, прежде чем из него можно будет извлекать какой-то опыт, и это тело будет приносить нам какой-либо доход. А сначала только затратная часть, первые годы нашей жизни. Понимая это инстинктивно, подсознательно, мы пытаемся удалить смерть от себя и пытаемся приблизить жизнь к себе. А если так, то надо превращаться в членов экспедиции на Землю и в человечество. Земля – это тонкий план, человечество – это огненный план. Там нельзя находиться постоянно, туда лучше отправлять вместо себя образ и облик. Пусть образ чувствует и наслаждается Землей, она достаточно прекрасная планета. Пусть облик пытается понять устройство человечества, оно достойно внимания, ибо там есть интересные закономерности связей. Допустим, как имена диктуют поведение людей, или как их фамилии их соединяют друг с другом, а потом разводят друг с другом. Есть имена, которые диктуют болезни своим носителям, и если отодвинуть имя от себя, то ты излечиваешься от болезней. Называют их здесь генетическими болезнями, генными болезнями, но если задуматься, это именные болезни, есть именные страдания. Допустим, каждый Владимир должен пережить совершенно определенный спектр чувств и должен совершить определенное количество каких-то шагов. И если вдруг он их вовремя не совершает, имя его начинает наказывать. Имя служит человеку, но и человек обязан оплатить долг своему собственному имени. В книге «Ликующие» я это описала, как какое имя работает со своим клиентом, который одел на себя это имя, присвоил его, но имя не желает быть присвоенным. Оно одномоментно принадлежит еще нескольким носителям, и иногда этих носителей миллионы с одним и тем же именем. И, естественно, идет совершенно нормальная обменная модель взаимодействия. Зная свое имя, можно использовать все его качества, устраивающие нас, и вовремя убрать все, что нас не устраивает. Это параметры имени, которые тоже диктует время.
Или мы возьмем день рождения, который каждый человек пытается как-то отметить, но далеко не каждый понимает, что время его рождения – это его врата в вечность. В этот момент вечность ему что-то диктует. И у каждого час рождения повторяется в течение суток. Каждые сутки для каждого открывается Вселенная в миг его рождения. Но он это не замечает и часто пропускает. Хотя я бы советовала каждому использовать это время. И именно в него вас посещают гениальные идеи, гениальные мысли. И не стоит терять открытые окна во Вселенную.